Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех видеозрителей этого ролика. Сегодня я, Игорь Исаев, хочу показать вам очень интересную мою разработку. Это мультитул, многофункциональное устройство, походно-туристическое, которое помогать вам будет в самых разных ситуациях в походе. Итак, это многофункциональный инструмент. У него 12 функций. Я хочу сказать, что аналогов этому устройству нет. Вот оно у нас, да, в чехольчике, носится на поясе, да, цепляется за шлички или на перевязи. Вот, 12 функций, аналогов нет. Значит, вес этого устройства, вот, полного комплекта, где-то 1,5 килограмма. Вот. Итак, коротко, почему, зачем и как. Первое, я инженер, я давно, десятилетия занимаюсь разработками, я владелец небольшого металлообрабатывающего предприятия, где это все производится. Я очень часто бываю на природе, и всегда меня удивляло то, что нет нормального многофункционального устройства, которое бы позволило оборудовать бивуак, лагерь, походное какое-то убежище и так далее. Потому что пилу приходилось возить отдельно, топор отдельно, молоток отдельно, бурить землю отдельно, сверло отдельно и так далее. И вот тщетно пытаясь найти что-то подходящее, я ничего не нашел и пришлось сделать самому. И вот сегодня как раз я вам показываю. Итак, 12 функций перечисляемых. Это первое топор, второе молоток, третье пила, четвертое, значит, это лопата, это дальше бурить землю, сверло, это тяпка или заступ, это тесало, это, значит, у нас еще есть отдельно нож, он трансформируется в интересный такой багор-алебарду, ну и так далее. Сейчас мы по очереди все это вам продемонстрируем. Итак, значит. Итак, открываем чехол, достаем оттуда все приспособления и устройства. Итак, первое и главное, это вот основное, это топор. Значит, топор, молоток, топор и молоток, который у нас, вот он в легкосъемном варианте. Итак, первое и главное, он свинчивается, видите, да? То есть вот у нас отдельно ствол, отдельно топор, вот на него навинчивается молот. Значит, и в рабочем положении он вставляется вот таким образом, фиксируется молотом и зажимается. То есть у нас это топор, молоток, вот это основное. Теперь дальше. Сначала я быстро продемонстрирую все трансформации, а потом мы им немножко поработаем. Итак, теперь, значит, лопата. Так, хорошо зажал. Что мы делаем? Вот в этом положении на резьбе завинчиваем. У нас появляется что? Аналог малой пехотной лопатки. Значит, вот ей можно рыть землю, отбрасывать снег, грунт и так далее. Снимать дерн. Острие — это топор. Значит, кстати, это шведская сталь Харdex 500, твердость 50 единиц по Роквеллу, каленая. Вот. То есть это у нас топор. Вернее, это у нас лопата, в которую превратился топор. Далее. Опять снимаем. Значит, топор у нас в этом положении. В этом положении видим, да? А вот в этом положении на 90 градусов разворачиваем. Тут и тут фиксаторы. Завинчивается. И вот у нас заступ. Заступ или тяпка, чтобы можно что? Или тесать древесину, или рыть землю таким образом. То есть вот
90 градусов от положения топора у нас заступ или тяпка. Он фиксируется прочно здесь, жестко и так далее. Кстати, значит, у нас есть здесь фиксатор интересный, вернее удлинитель, который мы накручиваем и можем сюда что насаживать. Удлинение — это будет настоящая тяпка на длинной ручке или на длинном держаке. Или топор точно так же можно увеличивать. Но это я продемонстрирую чуть позже. Итак, снимаем из положения заступ тяпка. У нас теперь следующее положение. Значит, это у нас было что? Было топор, был молот, была лопата. Теперь пила. Пила, значит, очень интересно трансформируется в мощную лучковую пилу с полотном длиной 36 сантиметров. Значит, вот у нас в чехольчике пила и два элемента крепления. Вот я достаю все, видите, да? Вот наши все приспособления тут. Значит, как мы делаем пилу? Это очень быстро и легко. Вот у нас есть ручка. Значит, ставим ее в положение фиксирования, фиксации. Завинчиваем. Вот здесь направляющая есть, он четко фиксируется. И берем топор в качестве отверточки. На болту есть прорезь. И он у нас, значит, закручивается. Все, он отлично завинчен. Дальше. Вторая часть крепления. Берем планочку. Вставляем ее вот сюда. Вот у нас натяжная гайка, но предварительно вставляем что? Вставляем пилу. Вот полотно лучковой пилы, длина порядка 36 сантиметров. Крепим винтиком. Винтик пятерочка маленький. Даже если потеряете, это обычный винт с метрической резьбой. В любом магазине хозяйственном покупаете несколько штук и носите. Мы в комплекте даем два запасных винтика таких. Вот. Значит, вот закрепили в одном месте. Да. В качестве отверточки мы топорик используем. Вот. И вторая часть. Значит, вот у нас вторая часть. Вставляем и завинчиваем фиксирующим винтом. Вот у нас появилась, видите, да, конструкция лучковой пилы. Осталось ее натянуть. Что мы делаем? Мы, вот натяжная гайка, выводим сюда и зажимаем. Вот она натянулась. У нас получилась замечательная натянутая лучковая пила, которой мы можем пилить. Мощный инструмент, и можно даже средние бревна. То есть с одной стороны тут где-то порядка 12 сантиметров, и с другой стороны, если подпилим вот такое бревно, мы можем распилить. Это уже для обустройства лагеря, походного какого-то палаточного вполне хватает, там жерди пилить и так далее. Вот вам пила. Чуть позже покажем, как ею пользоваться. Дальше снимаем натяжение, убираем раз, убираем два, снимаем. Так. Винтик. И вот у нас опять что? Трансформировалось в изначальное базовое положение. Так.
Так, вот у нас тут в качестве отвертки можно много чего использовать, специально заточенные грани. Значит, опять у нас что? Ствол, на который навешиваются разные вещи. Значит, что у нас было? У нас была пила, лопата, топор, молоток. Что у нас остается? Давайте применим интересный вариант. Это стамеска или долото, дерево. Мы его вставляем вот таким образом. Вот видите, да, здесь ставим упорную для того, чтобы бить там колотушкой. У нас получается мощная стамеска, оно же долото, для обработки дерева. Другой вариант. Мы вставляем ее другим образом. Вот мы вставляем сюда. А с этой стороны мы фиксируем вот этим ручкой. Тут резьба. Так, давайте я это сниму. Вот. Резьбу только покрутить надо, потому что ход достаточно большой. Ну, это занимает там 30 секунд, не больше. Вот мы зажали. Вот у нас получилось. И вот у нас получилось тесало, с помощью которого мы можем легко обрабатывать дерево, да? То есть там долбить что-то, тесать и так далее. Вот. Другой вариант использования. Это у нас что? Тесало было. Значит, это у нас вариант использования, видите, да? Долото. А теперь у нас вариант использования, это что у нас? Это у нас для костра кочерга. То есть рогатина, подбрасывать дрова, ворошить. Есть крючок для чего? Для того, чтобы снимать котелки, не обжигаться, ведра. Так, ну теперь, друзья, показываем, как это все работает. Вот берем какую-нибудь полено сейчас. Вот. Значит, вот наш топор. Вот наше. Все, зажмем покрепче. Гайки резьба сдержит хорошо, но перед использованием резьба должна быть затянута. Значит, вот берем и вот видим, показываем срезы, да? Все достаточно четкое. Вот, еще раз. Все оно рубит. Рубит все прекрасно. И твердое. Вот. Я очень остро топор не затачивал. Для чего? Потому что носить его в чехле, хотя чехол сделан прочный, там специальная пластиковая прокладка, но когда вытаскиваешь топор, достаешь, если очень острое лезвие, просто режешься, режешь пальцы. Поэтому вот здесь есть такая техника безопасности определенная. Когда очень острый топор, ну он бывает режет руки и травмоопасен. Поэтому это средняя заточка по остроте, и поэтому он рубит, ну, на средних возможностях. Итак, это топор. Дальше, что у нас? Ну, с молотком, я думаю, все понятно. Значит, да, повторяю, сталь, это шведская сталь Hardex 500, твердость 50 единиц по Роквеллу. Молоток сделан из стали, значит, 45, каленой до 35 единиц. Больше молотку и не нужно. Далее, значит, теперь трансформация, значит, в заступ или тяпка. Показываем, да? Вот мы ее зажали. Вот оно в рабочем положении. В рабочем. Ну, мы можем что? И бревна, да, тесать вот таким образом, да? Видите, да? Вот, он отлично справляется. Можем и копать землю. Ну, я думаю, никто не сомневается, что если он рубит, и что у нас будет это положение все справляться. Итак, это тяпка или заступ, или большое тесало. Снимаем топор, навинчиваем
молоток на него, на лезвие, чтобы не мешалось. И ставим вот сюда, да. Дальше. Вторая трансформация, важнейшая. Да, это у нас еще что? Лопата. Чуть не забыли про лопату. Вот у нас трансформация лопата. Накручивается тут 6-8 оборотов, и она завинчивается. Значит, для удобства применения лопаты, чтобы рукой не в резьбу упираться, навинчиваем сюда молоток. И вот в этом положении, ну вот у нас земля мокрая, что берем грунт. Ну, я думаю, что лезвие топора каленое до 50, там, 5 единиц по реквелу будет вполне справляться. Сильно не буду рыть, потому что недавно дождь прошел, грязно. Ну, можно вот точно так же и дерево обрабатывать. Значит, снимаем положение, лезвие в положение лопата, завинчиваем это сюда, ставим. Теперь у нас вторая важнейшая, или там третья, четвертая важнейшая функция, очередная, это пила. Показываем пилу в действии. Собираем пилу. Значит, у нас две опорные вещи. Значит, это у нас вот болтик на 12. И у нас вот эта ручка, которая фиксируется. Вот мы завинтили, зажали покрепче, чтобы держалось. Тут оно, фиксатор специальный. Значит, с другой стороны вставляем планочку натяжную. Вот в этом положении. И натягиваем полотно пилы. Как я говорил, полотно пилы 36 сантиметров. Это достаточно хорошая длина. Могу сказать следующее, что в строительных магазинах полотна для малых лучковых пил продаются. В большинстве там Леруа Мерлен, Касторама, Бау-центр. Там 30 сантиметров самое длинное полотно. У меня 36. То есть, значит, что мы делаем? Берем, фиксируем с одной стороны винтиком насквозь. Винтик пятерочка, если у вас потеряется, любой винт пятерка сюда подойдет. Вот он завинтился, насквозь прошел. Зажали. В качестве отвертки тут применяется любой из элементов. Вот здесь вставили и зажимной болтик сверху фиксирующий. Вот у нас конструкция есть. И теперь остается ее натянуть. Вот натяжная гаечка. Натянули. Все, у нас натянулась пила. Давайте ей что-нибудь попилим. Вот у нас есть, значит, вот видите, прекрасно пилит. Еще можно чуть подтянуть. Вот. Можно двумя руками вполне. Ну, тут положение неудобное, низкое. Вот давайте отпилим. У нас есть вот такая ветка. Мы ее будем применять в качестве багра. Вот берем на весу. И я ее сейчас перепилю. Да, вот сначала веточку тоненькую отпилим. Раз. И второе. Два. Вот видите, быстро пилит. Вот оно нам пригодится для определенных нужд. Ага. Так, значит, что мы дальше делаем? Значит, пилу мы продемонстрировали. Опа. Пилу, ну давайте еще какую-нибудь вот потолще возьмем. Я просто положу на стол. И тут гремит все. Стол не...
Вот оно все получилось. Итак, пилу мы с вами продемонстрировали. Разбираем ее. Значит, первое. Узел натяжения. Снимаем винтик, откручиваем маленький. Ставим обратно. Убираем планочку. Хотя планочку мы оставим для других дел. Снимаем винт заглушку. Кладем пилу винта обратно. И снимаем вот этот винт. Так, вот у нас получилось. Значит, теперь другая интересная функция. Бур. Как он выглядит? Вот у нас есть сверло. 12-е. Просверленное насквозь. Если есть специалисты в металлообработке, пусть не удивляются. Мы умеем сверлить насквозь. Сверла и твердые. И сплавы. У них твердость 65 единиц по Роквеллу, но мы умеем их сверлить. Так, что мы делаем? Вставляем сюда сверло. Вот здесь есть проточка. Фиксируем. Зажимаем барашек. Так, не торопясь, все. Так, вот у нас есть сверло, и теперь мы приспосабливаем коловорот. Как это происходит? А это происходит вот так. Вытаскиваем планочку. Вот она. Вставляем планку. Завинчиваем фиксатор. Один. Завинчиваем другой. И вот у нас получается очень хороший бур-коловорот сверло. Что мы делаем? Втыкаем ее в дерево и начинаем сверлить. Вот. Конечно, идет не так быстро, как электродрель, но при определенном усилии и сноровке и немножко времени можно вполне сверлить прекрасное отверстие. Ждет просверленное отверстие, а сейчас мы крупным планом показываем. Вот упираемся и начинаем. И вот так при определенной сноровке и при определенном усилии, потратив немножко времени, мы можем вполне там глубокие отверстия сверлить. Вот таким образом. Вариант коловорота. Это бур для бурения земли. Снимаем сверло и на его месте ставим бур. Вот у нас бур упал. Значит, вот сюда ставим бур-бабочку. Так, вот он. Фиксируем. Отверстие вставляем. Раз. Значит, вот у нас есть что? Бур для сверления земли. Вечная проблема, когда мы колышки не можем воткнуть в землю, в сырую или в каменистую. Здесь мы следующим образом ставим и начинаем. Вот он прекрасно входит в землю. Вытаскиваем. Опа. Видите, да? И у нас отверстие. Итак, вот я беру бур.
Вот наши шурфы. Видите, да? Земля, правда, очень грязная. Итак, последние функции этого устройства. Значит, интересная такая, да, долото. Вот берем, навинчиваем специальную насадочку. Насадка сделана из шведской стали Hardex 500, твердость 50 единиц по Роквеллу. Насаживаем на заднюю часть. У нас что? Молот. И вот у нас есть большое долото. Например, мы можем что? Долбить. Ну, колотушка должна посильнее быть. Тогда будет лучше. Или тесать вот таким образом, да? Выдалбывать какие-то, значит, пазы и так далее. Дальше. Точно так же крепится кочерга. Одевается вот таким образом, навинчивается, и в кострище вы можете переворачивать бревна, накалывать что-то, подбрасывать, отгребать, и вот этим острым шипом, значит, снимать задушку, котелки, кастрюльки, ведра и так далее. Не нужно лезть рукой в горячее пламя, обжигаться и так далее. Это специально для этого устроено. Далее снимаем. Значит, долото можно в качестве тесала использовать. Это выглядит вот таким образом. Вот мы берем это наше. Так, другой стороной. Вот у нас такое получается устройство. И можем тесать, вытесывать там любые нужные или ненужные изделия нам. Дальше. И последняя применительная функция, она идет в дополнительной опции. Это такая интересная вещь, как багор. Вытаскиваем. Вот у нас лезвие ножа. Лезвие ножа. Значит, оно может быть именно отдельным ножом. Как это выглядит? Вот таким образом. Одеваем, накручиваем. И вот у нас есть такой средний туристический нож, да, или монтажный нож. Он как и для приготовления пищи, так и для обработки древесины и так далее пойдет. Для чего угодно. Сталь — это нержавейка 40Х13, каленая, твердость где-то примерно 55-56 единиц по Роквеллу. Нержавейка. Но это не главное, вот этот нож, потому что нож легко носить с собой, свой любимый, он будет более удачный. Но это нож элемент багра или алебарды. Как это выглядит? Вот у нас два элемента, вот этот крюк, клюв и нож. Они накручиваются на навершие этого нашего изделия. Это выглядит вот таким образом. Вот таким образом. Вот таким образом, да. И у нас есть вот такой инструмент. Но самое главное даже не в этом. У нас есть наконечник втулка, который позволяет насадить это ствол на любую толстую ветку. Вот мы сейчас при вас это сделаем. Значит, я возьму, правда, другой ножик, чтобы этот не скручивать. Обстругаю ветку. Вот у меня есть другой нож такой. Вот я насаживаю ручку, навинчиваю
Вот видите, да, тут правда. И форма другая, видите. Мы разные формы делаем по желанию. Это такой угловатый, более такой современный стиль. Вот мы берем, я специально отпилил. Вырубаем любую ветку. Это у нас будет что? Древко. Древко. И берем, насаживаем сюда вот эту втулку. Здесь есть отверстие, можно сюда гвоздик, саморезик, все что угодно загнать. И у нас получается прекрасный багор. Для того, чтобы ходить по лесу, там шишки с дерева, да, сверху достать. Или там из болота, из реки что-то выловить, подцепить. Или передать, наклонить ветки. Но если на вас там напали дикие звери, медведя можно пороть рогатиной. Или там от волков отбиваться, да. Вот. Такая вот алебарда, да, времен Столетней войны в 15 веке, когда Жанна д'Арк обороняла французский город Орлеан от англичан. Вот таким образом. То есть вот такой достаточно интересный девайс. И, кстати, вот эта втулка может быть для древка, хоть для топора. Поставим его сюда, хоть для, значит, вот этой кочерги и так далее. То есть можно удлинять любые инструменты. Вот коротко мы рассмотрели основные функции, их много. Еще раз говорю, 12 применительных функций. 12 применительных функций. Повторяю, багор, отдельно нож. Вот мы ее выдернем, да. Отдельно нож, ну вот у меня есть, да, отдельно нож. Свинчиваем. Дальше топор, лопата, пила, молоток, тяпка, заступ, долото, кочерга и пила. И тесало еще, да, в положении вот в этом. То есть 12 функций. Значит, все это, еще раз говорю, укладывается в этот чехольчик. Я при вас это раскладывал. Значит, и как я говорил, моя задача была, чтобы в одном инструменте, который весит в сборе 1,5 килограмма, топор весит 920 грамм, 910 грамм, то есть он такой среднего веса. Значит, и с помощью этого устройства вы можете обустроить лагерь, бивак, походную какую-то стоянку и так далее. И я считаю, что это очень интересный инструмент, мне удалось хорошо его сделать. Значит, цены на сайте у меня есть, мы их производим. Кстати, если кому-то очень нужно сделать большое лезвие, сделаем большое. Вот это 18 сантиметров длина, мы можем сделать и 30. Мы можем сделать разные конфигурации из разной стали и так далее. Вот эта сталь черненая, это фосфатирование стали. Вот и так далее. Значит, все подробности на сайте. Если интересно, пишите, связывайтесь через мессенджеры, группы ВКонтакте, группы в Фейсбуке и так далее. Всего хорошего, будьте энергичны, отдыхайте на природе, чувствуйте себя везде комфортно.